Всем привет! Добро пожаловать на канал под грибным дождем. С вами Базинга, и сегодня мы подробно разберем все статусы и их синергии в игре No Rest for the Wicked. А в конце ролика посмотрим, какие синергии действительно стоит использовать и почему. В игре существует 5 стихий, каждая из которых отвечает за свой эффект состояния. Стихия огня вызывает горение, которое наносит продолжительный урон. Стихия льда накладывает заморозку, полностью обездвиживая противника. Стихия электричества вызывает электрошок, поражающий цель и ближайших врагов. Стихия мора накладывает заражение, которое дает игроку вампиризм. И последний эффект — кровотечение. Оно заставляет противника получать продолжительный урон во время движения. Каждый из этих статусов работает по-своему, поэтому давайте разберем их по порядку. Начнем со стихии огня и ее статуса горения. Статус отображается в виде шкалы под полоской здоровья противника. Она начинает заполняться оранжевым цветом при нанесении урона огнем. В мере заполнения этой шкалы враг будет получать все больше периодического урона. Если перестать наносить урон огнем, шкала постепенно начнет уменьшаться. Вместе с ней будет уменьшаться и периодический урон. Если заполнить шкалу полностью, враг получит статус горения и начнет получать увеличенный периодический урон в течение следующих 5 секунд. За это время шкала полностью опустеет, если мы перестанем наносить урон огнем. Но если продолжать атаковать огнем, время действия горения будет постоянно продлеваться. При желании можно заставить врага гореть до самой смерти. После того, как шкала полностью опустеет, ее придется заполнять заново. Увеличить скорость накопления шкалы можно двумя способами. Первый — увеличить наш урон. Для этого нужно повысить характеристики персонажа, улучшить оружие, использовать кольца, наложить чары на бронепробивание и огненный урон, а также позаботиться о шансе критического удара и критическом уроне. Второй способ — использовать чары на зараженных перчатках, которые увеличивают накопительный эффект горения до 20%, без учета освещения и самоцвета, усиливающего чары. Урон от горения масштабируется и зависит от уровня противника. Например, враг первого уровня будет получать по 5 единиц урона за тик, а враг 30 уровня уже по 47. Урон от горения также можно увеличить несколькими способами. Во-первых, использовать чары, повышающие огненный урон до 5% на каждом из 3 видов брони. Во-вторых, использовать чары на зараженном нагрудном доспехе, которые напрямую увеличивают урон от горения на 50%. И, наконец, можно использовать огненную смазку, которая на 1 минуту наделяет оружие огненной инфузией и увеличивает огненный урон еще на 20%. Статус горения может получить и сам игрок. Работает она практически и так же, как и на противниках. Мы также будем получать масштабируемый урон в зависимости от уровня персонажа. На первом уровне это 5 единиц урона за тик, а на 30 уже 15. Сопротивление к огненному урону не уменьшает урон от горения. Единственное, на что оно влияет, это скорость накопления статуса. Чем выше сопротивление к огню, тем медленнее на нас будет накапливаться шкала горения. И еще один полезный момент. Горение можно снять, просто намочив ножки. На этом мы полностью закончили с горением и переходим к следующему статусу — заморозки. Перейдем к стихии льда и ее статусу заморозки. Как и в случае с горением, статус отображается в виде шкалы под полоской здоровья противника. При нанесении ледяным уроном эта шкала начинает заполняться голубым цветом и постепенно уменьшаться, если перестать атаковать льдом. Во время заполнения шкалы, в отличие от огня, ничего не происходит. Но как только она заполнится полностью, враг получит статус заморозки. Замороженный противник не может ни двигаться, ни атаковать. И это удовольствие длится примерно 5 секунд. Но есть и минусы. Все это время по замороженному противнику проходит только половина нашего урона, что довольно грустно.
Если, конечно, у нас нет возможности нанести физический урон. Помимо снижения входящего урона, после разморозки противник примерно на 5 секунд получит повышенное сопротивление к ледяному статусу. Из-за этого повторно заморозить его практически невозможно. Поэтому постоянно держать врагов в состоянии заморозки не получится. Увеличить скорость накопления шкалы можно теми же способами, что и в случае с горением. Повышением нашего урона и чарами на перчатках, увеличивающим накопительный эффект. Теперь вернемся к физическому урону. При нанесении физического урона по замороженному противнику мы принудительно выведем его из состояния заморозки и нанесем дополнительный физический урон. На данный момент это самая сильная механика нанесения урона в игре. Достаточно лишь нанести мощный физический удар по замороженной цели. Дополнительный урон рассчитывается от нанесенного физического урона, а значит, его усиливает практически все, что увеличивает наш урон. Поэтому лучше всего наносить такой удар рунной атакой, а значит, стоит повышать и рунный урон. Также будут полезны чары на зараженном нагрудном доспехе, увеличивающие бронепробитие по замороженным целям. На данный момент самой сильной руной с разовым физическим уроном является насмешливый удар. И да, эта руна именно для одноручного оружия, а не для двуручного. Самая сильная руна для двуручного оружия наносит около 400% урона от атаки оружия, тогда как насмешливый удар целых 600%. Вы можете сказать, что двуручное оружие само по себе сильнее, и я с вами соглашусь. Но при использовании одноручного оружия появляется возможность надеть щит, а в него можно установить самоцвет, увеличивающий физический урон. В итоге такая комбинация оказывается сильнее любой руны на двуручном оружии. Если интересно посмотреть, как это работает на практике, можете заглянуть ко мне на канал. Там есть ролик, в котором с помощью этой механики я нанес порядка 35 тысяч урона. Игрока тоже могут заморозить примерно на 5 секунд. Пока мы находимся в этом состоянии, будем получать только половину входящего урона, что для нас скорее плюс. Как и в случае с горением, сопротивление к ледяному урону лишь замедляет накопление шкалы заморозки и никак не влияет на длительность самого эффекта. На этом с заморозкой мы закончили. Переходим к следующему статусу – электрошок. Переходим к стихии электричества и ее статусу электрошоку. Это все та же шкала под полоской здоровья противника. Она начинает заполняться желтым цветом при нанесении электрического урона и постепенно уменьшаться, если перестать атаковать. Как и заморозка, электрошок проявляет себя только после полного заполнения шкалы. В этот момент происходит дополнительный удар молний, который наносит урон основной цели и нескольким соседним противникам. После удара молний на пару секунд шкала перестает накапливаться. Скорее всего, это сделано для того, чтобы игроки не могли вызвать удар молний буквально каждым своим ударом. После окончания этого небольшого кулдауна статус можно снова накапливать. Увеличить скорость накопления шкалы можно такими же способами, как и у предыдущих статусов. Удар молний тоже имеет масштабируемый урон и зависит от уровня противника. Для примера, враг первого уровня получит от этого статуса 14 единиц урона, а враг 30 уровня уже 190 единиц. Этот урон можно увеличить чарами на броне, которые повышают электрический урон до 5% на каждом из 4 видов брони, без учета освещения и самоцветов. Также не забываем про расходник – электрическая смазка, которая увеличивает электрический урон еще на 20%. В сумме это дает 40% дополнительного электрического урона. Но это еще не все. Есть одна очень интересная особенность. Если заполнить шкалу статуса рунной атакой, то к фиксированному урону молний прибавится дополнительный урон от рунной атаки. Его можно увеличить с помощью рунного кольца и оружия с чарами на увеличение рунного урона.
Таким образом, можно получить еще 40% дополнительного урона к электрошоку. Так же, как и враги, мы тоже можем получить удар молнии. Урон также масштабируется в зависимости от уровня персонажа, а сопротивление к электрическому урону лишь замедряет накопление статуса. Для героя 30 уровня такой удар наносит 60 единиц урона. На этом с электрошоком мы закончили. Переходим к следующему статусу – заражение. Мор и его статус заражения. Все та же шкала под полоской здоровья. При нанесении моровым уроном она начинает заполняться фиолетовым цветом и постепенно уменьшаться, если перестать наносить урон. После полного заполнения шкалы цель получает статус заражения продолжительностью примерно в 20 секунд. Его можно поддерживать, продолжая наносить моровый урон. При нанесении урона по зараженным целям мы получаем вампиризм, который восстанавливает нам примерно 3,5% от нанесенного урона в виде здоровья. Увеличить скорость накопления шкалы можно таким же способом, как и у предыдущих статусов. Этот статус очень полезен. Благодаря ему можно собирать билд с высоким уроном, используя кольцо боевого клича. Вообще без дополнительных источников восстановления здоровья. Вампиризм, который дает заражение, полностью компенсирует затраты здоровья на использование рун. Да и вообще, вампиризм лишним не бывает. Мы тоже можем получить статус заражения. Но враги, в отличие от нас, не могут восстанавливать здоровье, нанося нам урон. Поэтому для игрока предусмотрен другой штраф. Получаемое лечение уменьшается в зависимости от заполнения шкалы заражения, вплоть до 50%. Очень неприятный эффект, особенно для игроков, которые только прибыли в Сакру. На этом со статусом заражения мы закончили. Переходим к следующему статусу – кровотечение. Кровотечение, по сути, это физический урон, который можно заменить на кровоточащий при помощи самоцвета, колотый шип, клинковой смазки, а также есть руна, наносящая урон кровотечением. Без изменений это все та же шкала под полоской здоровья противника. Она заполняется красным цветом при нанесении урона, связанного с кровотечением, и постепенно уменьшается, если перестать атаковать. После полного заполнения шкалы цель получает статус кровотечения на 10 секунд. Пока враг находится под этим статусом, он будет получать урон при движении, а именно за пройденное расстояние. Больше расстояния он пройдет, тем больше урона он получит. Кровотечение, в отличие от горения и заражения, нельзя поддерживать. Оно длится 10 секунд, после чего шкалу придется заполнять заново. Увеличить скорость накопления этого статуса можно только повышением нашего урона. Для этого подойдут характеристики персонажа, уровень оружия, кольца, а также чары на бронепробивание и физический урон. Чар на увеличение накопления кровотечения в перчатках, к сожалению, нам не завезли. Но зато физический урон увеличивается значительно проще, чем стихийный. И, конечно же, не забываем про клинковую смазку. Урон от кровотечения также масштабируется в зависимости от уровня противника. Например, враг 30 уровня будет получать 19 единиц урона за каждый сделанный им шаг. Урон от этого статуса можно увеличить только повышением физического урона. Для этого подойдут чары на броне, которые увеличивают физический урон до 10%, а также клинковая смазка, которая добавит еще 20%. Мы тоже можем получить статус кровотечения и также будем получать масштабируемый урон при движении. Для игрока 30 уровня он составляет 6 единиц урона за каждый шаг. Как в случае и с другими статусами, сопротивление к физическому урону лишь замедлит накопление шкалы кровотечения. Я рассказал все, что знаю про статусы. Теперь мы можем перейти к синергиям, или, как они называются в справочнике, расширенным эффектом состояния. Начнем с первой синергии. Она называется ожог. Как сказано в справочнике, она увеличивает огненный урон по зараженным целям. И здесь стоит отметить одну особенность. Первый удар по зараженному противнику не получит усиленный урон.
Зато все последующие удары будут наносить примерно на 30% больше урона. Звучит это очень хорошо, особенно если учесть, что вместе с этим мы еще получим вампиризм. Достаточно оставить один слот под моровую руну, чтобы в начале боя наложить на противника заражение, а затем уже наносить увеличенный огненный урон. Лично я вижу в этой синергии одни плюсы и определенно советую ее использовать. Далее у нас идет перегрузка, и здесь все становится еще интереснее. Как сказано в справочнике, при нанесении электрического урона по врагу со статусом горения происходит мощный удар молнии по области. Да-да, тот самый удар молнии из статуса электрошока перекочевал сюда и стал значительно сильнее. Теперь он наносит в 2 раза больше урона и поражает уже не несколько целей, а всех противников, оказавшихся в области действия. Урон перегрузки также масштабируется. Например, по врагу 30 уровня она нанесет 380 единиц урона, ровно в 2 раза больше, чем обычный электрошок. Но и на этом еще не все. Если нашего электрического урона достаточно, чтобы сразу полностью заполнить шкалу электрошока, то произойдет двойной удар молнии. Одновременно сработают и статус электрошока, и синергия перегрузки. В сумме это уже 570 единиц урона. К сожалению, на манекене показать это не получится. Эту особенность я обнаружил только во время сражения с противниками. Усилить перегрузку можно теми же способами, что электрошок. Чарами на увеличение электрического урона, электрической смазкой, а также увеличением рунного урона, если заполнять шкалу рунными атаками. Лично я считаю связку ожога и перегрузки сильнейшим вариантом для кооператива на 2 игроков. Первый игрок полностью сосредотачивается на огненном уроне, а второй на электрическом. Игрок с огнем получает усиление от синергии ожог, обеспечивая себя и союзника вампиризмом, а также создает условия для постоянной активации перегрузки вторым игроком. В результате оба игрока получают дополнительный урон, постоянный вампиризм и очень сильную комбинацию статусов. И самое главное, у перегрузки нет кулдауна и ограничивается только скоростью накопления горения. Последняя синергия — гнойная рана. По описанию в справочнике довольно сложно понять, как именно она работает. Если честно, я разобрался только после того, как переключил язык игры на английский. Так вот, гнойная рана увеличивает время действия всех остальных статусов. Работает она примерно 15 секунд после того, как по кровоточащему противнику был нанесен моровый урон. При этом ее эффект постепенно ослабевает. Например, если в первую секунду действия гнойной раны наложить на противника горение или заморозку, длительность этих статусов увеличится примерно в 2 раза. То есть вместо 5 секунд враг будет гореть или стоять замороженным уже около 10 секунд. Если же наложить статус ближе к окончанию действия гнойной раны, эффект окажется уже едва заметным. Все эти синергии могут работать и на игроке. Правда, в обычном ПВЕ получить их на себе будет довольно сложно. Поэтому не удивляйтесь, если в дуэли ваш друг вдруг заморозит вас на 10 секунд. И кстати, урон от перегрузки по игроку тоже уменьшен до 120 единиц. И это вполне логично. Если бы игроки получали те же 380 единиц, большинство боев заканчивались бы слишком быстро. На этом мой рассказ о статусах и их синергиях подошел к концу. Если я где-то допустил ошибку или у вас остались вопросы, обязательно напишите об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Хорошей вам погоды. И до встречи под грибным дождем.